Доброго дня, уважаемые коллеги! Для чего и для кого и кому нужны мои стажировки? В поисках золотой формулы для окрашивания волос парикмахеры тратят массу времени, посещая различные обучения и семинары. В конце концов, с годами у них скапливается очень большое количество формул, но ни одна не дает стопроцентного результата. И многие задаются вопросом, в том числе и я очень много лет назад, а почему так происходит? И приходит понимание, что э, чтобы получить одинаковый цвет и использовать одну и ту же формулу на разных головах, должен быть одинаковый исходник. Но такого не бывает. Даже девушка, побывав на море какое-то длительное время, уже должна быть использоваться другая формула для того, чтобы насытить вымытость, которая образовалась от плотности цвета. Да? Также вот клиент, который приходит к нам годами за одним и тем же цветом, также нуждается в цветокоррекции, как и та девушка, которая побывала на море и провела там достаточно длительный срок. Да почему? Да потому что когда мы окрасили волосы, мы уже привнесли пигмент. И клиент к нам приходит с остаточным цветом, то есть на разной стадии вымытости. Он может к нам прийти через месяц, он может к нам прийти через полтора. Но и в этом случае уже нуждается и в изменении формулы, в изменении, добавлении каких-то компонентов для того, чтобы вернуть тот цвет, который нравится нашим клиентам. Обязательно, то есть обязательно условие, что нужно подкорректировать эту формулу, да. Поэтому для тех мастеров, которые устали искать волшебную формулу, я предлагаю другой вариант, который создала на основе своего личного опыта, и он называется «Эффективные способы окрашивания волос». Чему я обучаю парикмахеров? Умению правильно определить исходник. Это очень важно. Я сама этим долго страдала, потому что мне казалось, что если мне казалось, что у меня сидят две клиентки одинаковые, думаю, ну я сейчас вот, можно сказать, одну и ту же формулу покрашу, ну какая проблема? Вот сейчас получу одно и то же. Но оказалось, что моя ошибка была первая в том, что я неправильно определила исходник, то есть уровень, от которого я отталкиваюсь, с которым я работаю. Естественно, я получила достаточно различный результат. И вот это я для себя первое скажу, что это моя ошибка, над которой мне нужно ее исправить. Я бы сказала, что я даже обращалась к фирме, с которой я сейчас сотрудничаю, с просьбой создать кисточки не ярких цветов, которые мы видим с вами, красивых во всех палитрах вне зависимости, а вот именно стадии вымытости. Почему я их называю цвета остаточными, да? То есть остаточные, то есть количество цвета, чтобы нам легче было определиться в исходнике, с которым мы работаем, да? Для того, чтобы, ну, скажем, там, цвет был золотистый, там, окрашен там 7,3, и вот он вымылся, то есть вот эта стадия вымывания, да, 8,3, но мы 8,3, когда берем с вами кисточки в палитре, они очень яркие, они не соответствуют тому бледному оттенку, ну, если можно так выразиться, бледному оттенку, с которым приходит к нам клиент, да. Поэтому, но пока вот у меня такой, скажем, не получилось у меня пока еще создать такие кисточки, но я думаю, что все впереди, все движется, да. Но я думаю, что для парикмахеров это было бы очень удобным подспорьем, чтобы мы могли, как я говорю, их называю остаточные цвета, а именно оттенок стадии его вымытости, то есть концентрация, условно назовем, красного, оранжевого, желтого, и тогда нам будет легче, мне кажется, легче будет парикмахерам именно ориентироваться в составлении формул. Вот. Что еще очень важно, чему я учу, да, это создание условий для качественного окрашивания. А что включает в себя качественное окрашивание? Качественное окрашивание – это когда волосы блестят после окрашивания, вне зависимости от того, каким оттенком, или какой это будет блонд, или это будет достаточно темный цвет. Не имеет значения. От чего это зависит? Это зависит от типа реакции, который мы с вами выбираем. Это выбираем тип линейки красителя. Какая линейка наиболее подходящая будет работать с тем или иным типом волос, с тем или иным уровнем.
Теперь, наверное, я скажу не совсем, ну что такое? Ну, нанесли краситель и нанесли. Со временем в своей работе я поняла, очень важна техника нанесения и техника пропитки красителем. То есть создание условий для того, чтобы то количество, тот коктейль, который вы создали, вы его правильно распределили. Да? То есть вот поэтому я и пришла к тому, что техника нанесения красителя, техника распределения цветовых пигментов играет наиважнейшую роль. То, что вы видите в моих работах, когда идет мягкая градация, без всяких рывков цвета, мягкость, эстетика, она присуща, вот эта мягкая цветовая вот эта градация, она присуща природным волосам. Обратите внимание, что когда мы видим наших детей, очень часто, то есть всегда у них корни на полтона, на тон темнее, нежели все остальное у нас выгорает под солнышком. И как это красиво смотрится. Вот этот эффект я всегда пыталась повторить в своих работах. Вот это я называю техникой нанесения, техникой пропитки. То есть создание, как будто цвет нежно, мягко плывет. Это очень важно. И вот парикмахеры, когда сталкиваются на стажировках, на индивидуальном обучении, на практикумах, они говорят, мы никогда не могли подумать, что техника нанесения, техника пропитки красителя влияет так на цвет, на качество, на эстетику. Также на своих семинарах я учу составление цветовых коктейлей. Ведь момент еще. Для создания каких-то определенных оттенков вам может понадобиться несколько нанесений. И только совокупность всех этих факторов гарантирует красивое, что такое качественное, можно сказать, качественное окрашивание. Оно должно блестеть. Вот когда все эти факторы вместе объединившись, вот тогда это заканчивается результатом, да, является красивый блестящий цвет с мягкой нежной градацией. Все это мы обсуждаем, отрабатываем на моделях, на индивидуальной стажировке, на практикумах.